Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиоя. У меня есть одна цель на этот ролик. Я хочу вам показать новый посох 5 тира. Но для того, чтобы мне его показать, тут как раз есть Зевс. Желательно мне сделать билд через магов. Но так как я здесь вижу, во-первых, здесь есть один охотник, есть Хускар. Скорее всего, у меня не получится это сделать. Также здесь есть, кстати, орк. Можно будет попробовать через него это сделать. Хотя можно и через Зевса сделать. То есть боги-орки плюс Зевс. Я думаю, будет это очень сильный билд, если собрать его грамотно и правильно. И тогда надо было, наверное, орка со старта покупать. А еще я хочу вам показать охотников. Но охотников я хочу вам показать через Керимуэрту. Не, ну Джаггер со старта это, конечно, сильно. Я не буду от него отказываться ни в коем случае. Вы шо? Отказываться от Джаггера со старта это подписать себе смертный приговор, как по мне. Ну ладно. В принципе, можно было бы еще через Лустрик начать. О, кто-то уже собрал себе орков. Угу. Угу. Так. Мне хочется именно показать посох 5 тира по той лишь причине, что он очень сильный, этот предмет. И если собираете вы Зевса в двойку, то поверьте, он такого покажет. Еще и Марси пришла. Еще и Тинкер есть. Но я, наверное, Марси возьму и возьму Тинкера вместо Клокверка. Хотя можно было бы на ловстрике начать вообще. Есть палка, есть колдовская шкатулка, но я на самом деле колдовскую шкатулку возьму, потому что она, как по мне, намного лучше будет сейчас. Если мне какая-то эгида придет со старта, и я буду через орков играть, то это будет вообще песня. Там у чувака вообще уже в двойку, там в тройку собираются ребята. Понимаю. Что у нас тут? Не, ну орки хорошо сейчас идут. Тфу-тфу-тфу. Орки идут сейчас хорошо. Вау. И персик, и барабан. Но я возьму персик. Персик всегда был хорош, поэтому беру персик пока что. Вместо барабана. Так, ты, Марси, погуляй, я тебя не буду собирать тогда. Ну все, тогда сейчас смотрите, это все отменяется. Я буду собирать себе богов плюс орков через Джаггера, потом перестроить в Зевса. И я вам хочу показать вот этот предмет 5 тира. Вот этот посох новый. Я думаю, это будет очень сильно. Мне главное Зевса просто в двойку собрать. Но тоже есть один огромный минус. Если против меня будет Хускар, то он меня разорвет. Но даже если так, то я соберу вот этого Варлока и соберу, ну, закину ему посох 5 тира, просто суммоны сделаю побольше. Ну, посмотрим. Я сейчас как бы загадал так наперед, да, но меня пока тут выносят. Без шансов причем. Это уже такое. Дело третье. А еще, ребят, напишите мне в комментариях, кто открыл сезон болезней. Потому что я, вот, допустим, уже открыл сезон болезней. Я, ну, если слышите мой голос, я думаю, вы все-таки слышите, немножечко приболел. Да. К сожалению. Сам шокирован был с этого момента, что я приболел. Причем это было неожиданно и нежданно. Просто такой сижу, такой, оп, заболел. Просыпаюсь на утро, горло болит, голова болит. Поэтому если я сейчас где-то теряюсь в некоторых словах, в своих мыслях и тому подобное, просто поймите меня. У меня вот такая вот сейчас голова, она просто вот такая. Болит нереально. Горло нереально бесит. Еще и нос забитый. Ну, я думаю, много кто слышит, что я говорю там, грубо говоря, себе под нос. Ну, ему, кстати, хорошо, что эгида в двойку пришла. У меня есть гоблин, я, может быть, с него получу монеточку, а может, не получу монеточку. Это я уже не знаю пока. Хотелось бы, конечно. Тут еще и охотники мне как бы идут, да? Я возьму пока снайпера, хотя на самом деле лучше бы и уровень взял. Но уровень я никак не могу взять, поэтому возьму снайпера. Так, тут, походу, меня вынесли, да? Не вынесли. Я думал, меня вынесут сейчас пока. Или вынесут. А, вынесут все-таки. Да. Ну в кого... Закон подлости. Я уже не раз об этом говорил. Но закон подлости. Просто закон подлости. Уже мне еще и Гритер пришел. Хочу на Гритере сыграть. 2 резачка плюс Гритер. Все как я люблю. Кстати, вот этого гоблина сейчас поставлю, чтобы он мог мне денежку заинкамить. Так, и тебе отдам посох. И тебе отдам вот это. Так вот. 4 орка есть, окей. Есть еще Гритер, окей.
Окей. Но 4 орка, мне кажется, посильнее, по этой причине я его и оставлю. Этот баф. В принципе, там я могу и перестроиться. Кстати, тут есть еще и гирокоптер. Можно было бы гирокоптера собрать в троечку. Через мехов. Но только мехи мне как-то грустненько идут. Не так, как я хочу. Ну ладно, в принципе, меня это не особо волнует. Иду на орках, значит иду на орках пока. Причем орки пока идут. Пока орки идут. Еще мне эгида сейчас пришла. Я в эгиду сейчас закидываю дискорд, закидываю ей посох плюс 15%. Это будет вообще песня. Тогда мехов можно разобрать. Единственное, наверное, резачка оставлю. Хотя в любом случае эти две двойки мне пригодятся. Пригодятся, а не пригодится. Морских поставил чел. Минус в том, что у меня очень много людей кучно стоят. Он может просто одним взмахом руки вынести мне весь стол. Но не кучно тоже ставить я их не могу. Ну ладно, сейчас посмотрим. Может, я что-то подумаю, как-то переделаю немного. Как же я обожаю этого шамана, точнее орка-охотника. Он столько может насумонить кабанчиков, и просто эти кабанчики будут разваливать. Я вот ловлю себя на той мысли, что я просто беру и делаю паузу, где она не должна быть. Что за бред? Как же я не люблю это состояние, боже. Самое тупейшее состояние, это когда вот реально вот просто сидишь, ты даже не можешь нормально мысль договорить. Муэрта пришла. Обычно Муэрта мне так рано не приходила. Ну, кстати, если я сейчас таки оставлю, то и гида вражеская меня просто шотнет. Без шансов. Он еще и морских поставил заранее. Возьму немножко уровня, я все равно не в инкаме. Ну, был в инкаме. Ой, да ладно, чего я оправдываюсь? Просто хочу взять немножко уровня. Чтобы у меня могла фигурка прийти хорошая. Правильно? Правильно. Рыжий лис, кстати, приходит. Синергию богов уже поставил. В принципе, тоже хорошо. Резачка, наверное, уже скипну. Как бы было бы прикольно, чтобы он в двойку пришел. Но я думаю, я все-таки сыграю на той билде, которым запланировал. Это орки плюс боги и через Зевса. Хочу Зевса закерить. Орки, кстати, сейчас, ну как, стали немного слабее из-за того, что Джаггера подрезали. У него теперь 80% магического сопротивления, но на самом деле это слишком много даже. Я бы сделал ему поменьше. Намного поменьше, но разрабы играют в эту игру, они видят лучше. И знают лучше, как что поставить. Поэтому не лезем в их дела. И смотрим, что происходит. Кстати, этот чел пришел. Больно. Да, это больно. Без шуток, это больно. Да, он меня вынес. Но Эгида в двойку это очень сильный персонаж. Тут даже гадалки не ходи, она просто миллион урона мне нанесла. Ну ладно. Надеюсь, и мне какое-то усиление в будущем придет. Так. В принципе, тут мне боги не нужны. И на самом деле можно было бы их оставить, но я не хочу. Я лучше поставлю так, а еще у меня огромный пинг, я смотрю, у меня просто подлагивает довольно-таки хорошо так. С такой задержкой ребята переставляются, что прям некомфортно. Не знаю, оставить либо такой стол, либо надеюсь, что мне сейчас двойки поприходят. И будет намного легче играть. Ну, короче, играя на богах плюс орках, то вы можете гарантированно получать топ-3 чуть ли не в каждой игре, по той лишь причине, что все фигуры у орков, они довольно-таки сильные и легко комбинируются. И перестраиваться с них намного легче, чем с какого-либо другого билда. Я думаю, многие это уже замечали.
И мои слова просто возьмут и подтвердят, что да, действительно это так. Слишком сильные орки. Слишком. Ну, конечно, не с такими шмотками. Хотя можно сейчас талисман счетчика взять и приколоть вот этого чела на воинах, который играет. Если он ко мне приходит, он просто закинет талисман счетчика в мою фигуру, а моя фигура весь этот урон отразит. Можно тут, в принципе, посмотреть, кто еще здесь есть такой сильный, но, по идее, мне эти предметы не особо нужны. Хотя можно его взять. Я на самом деле возьму его по той лишь причине, что реально это много отражения будет. Нереальное количество отражения урона будет. Надеюсь, еще Грангеральт... Нет, нет! Ладно, в любой бы другой игре, если бы ко мне приходил чел, который играет на лустрике, я был бы рад. Но в данном случае я не рад по той лишь причине, что он мне заруинил. Падло такое. Просто у меня теперь у Грангеральда не нормальный скилл, а крест какой-то. Кстати, я давно эгиду еще не кирил в троечку. Но просто эгиду сейчас будет довольно-таки сложновато кирить, особенно когда еще чел тырит моих орков. Вот, ребят, вот напишите сейчас комментарии, вот прямо сейчас, вот кто меня поймет. Когда вы хотите сыграть на каком-то билде, такое интересно, что-то там придумать в голове, там что-то, ну что-то интересное. В общем, реально что-то такое интересное, от которого вы будете вот тихо, 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 тихо. Забыл предмет отдать орку. Вообще совсем больной. Короче, вот напишите мне прямо сейчас комментарий, у кого такая тема есть, когда вы хотите сыграть на каком-то билде, либо что-то интересное там запланировали, допустим, собрать, то кто-то обязательно в катке будет собирать точно такой же билд, как у вас, с точно такой же идеей. У меня такая тема происходит, ну, очень часто. В последнем временем я вижу, что я вот в каждой катке хочу, допустим, записать, ну, каких-то там драконов с чем-то там еще. Кто-то тоже хочет сыграть на них. Вот я хотел как-то недавно записать под новых богов, ну как под новых богов, с новым предметом вот эти боги, и собрать синергию через, сейчас скажу, через полуорков. То есть я хотел собрать рыцари, полуорки, боги. И чтобы вы понимали, два чела в катке, кроме меня, помимо меня, два чела в катке тоже собирали богов, полуорков и рыцарей. Я не знаю, с чем это связано, но это было дико. Для меня это было реально дико, по той лишь причине, что я хотел собрать эту сборку, Ален, ну, чел, ну, не души, пожалуйста, дай собрать. Так причем это не супер популярная сборка, это не метовая сборка ни в коем случае. И все равно ее пытаются кто-то собрать еще. Кстати, немножечко кунг-фу изменили в этом патче, теперь их срабатывание ваншота зависит от их тычки. То есть от их количество урона. Ну вот вы примерно только что видели, как оно срабатывает. Чел просто на меня пиво накинул. У всех, которых было меньше 50% хп, просто взяли и сожрали. Ну, как... их изменили, да, их завалансили. Угу. Сейчас, подождите. Что-то много лапши на ушах собралось. Короче, не знаю. Ну да, конечно. Он в двойке их понаходил. Ага. Не спорю, да. Да. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Ну, кстати, вот этот предмет второго тивера довольно-таки неплохой. 50% в течение 4 секунд вернуть чистого урона. Особенно, когда против вас будет эгидка. Я думаю, это очень сильно. Я надеюсь, конечно, против меня гида попадется. Я хочу посмотреть, как это будет. Тут я могу, в принципе, убрать свой билд, но я думаю, не стоит. О, сюрикен стырил, кстати. Спасибо. Ладно, Гоблин, иди погуляй. Ты раз не хочешь приходить, то и не приходи. Правильно? Я считаю правильно. Я лучше 50 монет выйду. Возьму уровень себе спокойно, поставлю богов пуловых. Надеюсь, конечно, мне отпечаток божественности сейчас упадет, и я просто выставлю одного волшебника, и у меня будут все боги. Это будет вообще шик. Но, чтобы этот отпечаток упал, ну, не знаю, что надо сделать. Когда нужные предметы мне нужны, они не выпадают. Ну, как назло.
С чем связано, непонятно. Ну вот как раз и проверим, насколько боги-орки стали ну, дискомфортны в этом патче. Хотя на самом деле, я думаю, они остались такими же комфортными, как и были до этого. Уверен, что ничего не поменялось. Даже Гримтач пришел, обалдеть. Так, ну я, наверное, шамана пока уберу. На самом деле шаман очень сильный, просто так у меня баф воинов есть. А с бафом воином намного... Опа. Опа, еще один персик. А это хорошо. А что еще могу за второго тира забрать такого хорошего? Острый наруч, персик. Ну, лучше я возьму персик. Скажем так, я лучше гарантированно возьму персик, нежели мне выпадет какая-то хрень несусветная. Причем, кстати, я у тебя шмотки эти заберу, отдам Грангеральду. Ты ж не против, да? У Грангеральда как-то... Ну, второго уровня, у него Сюрикен есть. Помимо этого, у него 1,6 секунды будет сейчас. Так что, в принципе... Вот смотрите, как кастует Грангеральд, а? Смотрите, смотрите, просто чук-чук. Фюк. Не жалею, что я отдал именно ему Сюрикен. Просто 3500. 4000. 4000. Обалдеть. Я, кстати, возьму вот этого жреца. Я, может, попробую его закерить еще сверху. Полуорки кунфу здесь это не радует меня, но это уже такое, дело третье. С ним я как-то разберусь попозже. Надо вот этого банкера вынести. Надеюсь, он мне сейчас попадется, и я заберу у него винстрик. Еще у меня голос начинает иногда пропадать, и это меня бесит ужасно. Хотя... Наверное, чуть-чуть подальше поставлю вот этого паренька. Единственное, что отдам тебе сюрикен вот так. Просто мне не хочется, чтобы банкер одним ударом мне снес всю мою команду здесь. Всю слаженную команду. Неужели там будет еще один сейчас бог-полуорг? А, там жрец. Понял. Там боги-жрецы нарисовываются. Такого я не ожидал поворота событий, но... В принципе, я к этому буду готов. Ну вот, смотрите. Вот еще один чел на богах плюс орках играет. И просто посмотрите, как он выносит. Он выносит, будь здоров, у него еще рог войны есть. Я бы на самом деле сам не отказался от рога войны. Довольно-таки сильный предмет. Можно, кстати, этого суммонера вообще поставить направо куда-то. То есть отдать эти предметы... Хотя лучше не. Лучше не. Сейчас, как назло, попадется против меня вот этот орк. Он меня вынесет из-за того, что у него куча двоек. У него есть суммонер. То есть у него есть джаггер. Короче, у него сейчас стол намного сильнее, чем мой. А вот, кстати, банкер. Вынесу его или нет? Смотрите. Чпеньк. Просто 50% урона вернул ему. Ну, посмотрим. Чпеньк. Кабанчик еще один. Эх, да, он меня вынес. Обидно. Обидно. Да, у него сильнее стол. Куча двоек все-таки решает. Я думаю, если бы у меня был Джаггер в двойку, то такого бы не произошло. С Джаггером в двойку, я думаю, я бы выносил без шансов. Вот у меня сейчас, кстати, 8-й поставлю жреца. Жрец, кстати, тоже очень мощный. Наверное, все-таки надо как-то отставить этого челика. Немного. Короче, как-то так сейчас сделаю. Ой, опять. Мне бы взгляд Азеса упал, было бы вообще песня. Ну, кстати, жрец тоже неплохой такой вот этот будет, я так понимаю, под богами-орками. Я как-то его не рассматривал как керри, но сейчас понимаю, что это будет такая заноза в одном месте. Много хилит, много всего. Еще посмотрите, сколько кабанов насумонил. Обалдеть. Ну, кстати, бог-орк снес ему винстрик, как я и говорил. Очень слабая синергия, бог-орк. Угу.
Знаете, что он рофл сейчас будет? Он себе намного быстрее найдет Зевса, чем я. По закону подлости так оно происходит обычно. Поэтому я более чем уверен, что он себе сейчас намного быстрее найдет Зевса. Вот прям в десятки раз будет быстрее. Да, я завидую немножечко ему, конечно. Хотел бы, чтобы я нашел Зевса побыстрее, а не он. О, кстати, у бабки скилл. Давайте бабки отдадим сейчас, эти предметы. А тут магический или физический? Не помню. Ну, ты елки. Боже, как смешно Грангеров накидывает свои скиллы. Забавно, конечно. Я удивлюсь, что если мне Зевс придет. Но мне Зевс не придет. По закону подлости он не должен ко мне прийти. О, взято за... Боже, 2 обалденных предмета мне упало. Но я возьму взято Зесса. Он намного мощнее будет. Так, тебе пришел уже? Нет, не пришел. А ты не уровень берешь, да? Ты, походу, стол ищешь себе. Похоже на то. Но я на 9 буду ролиться, поэтому я далеко от тебя не убегу, не переживай. Ты соскучишься еще по мне. Ну, кстати, я, наверное, лучше у Грангеральда отдам вот этот предмет. Хотя, не знаю уж. Ну, цепочка бесполезная, я ее скипну. Ладно. Не лучший предмет, конечно, упал, но пойдет. Пойдет, почему нет? Мне бы Джаггера двойку, серьезно. Вот Джаггер бы в двойку, было бы вообще песня. Тут вот бог-жрец вообще пришел. Но я не знаю, насколько это будет актуально ему, бог-жрец. Мне на секунду показалось, что это хан. Боже, у меня чуть челюсть не отвисла. Я думал такой, что? А каким образом тебе хан пришел? Я бы обалдел, если бы ему хан сейчас пришел. Но хана тут просто нету. Поэтому у меня еще удивление здесь появилось. Ну, сейчас так, немного нормально поддефался. Там, конечно, брони у них, я в шоке. Чисто кабан плюс ВС тролль. Ну, кабан проиграет, там тролль все-таки под воинами. Давай Зевса, ну, пожалуйста. Приди, Зевс. Ну, уже пора. Давай, Зевс. Видимо, не сегодня. Видимо, Зевс отдыхает сегодня. Тут очень сильно оркбок. Вы просто посмотрите, какой у него стол. Через алое сердце. Не через Джаггера играет, а через Суммонера играет. Интересно. Это очень интересно. Ладно, мы через тебя пока поиграем. Через жреца этого. На самом деле, даже если я закирю этого жреца, то будет намного сильнее, чем просто обычный бог-орк. Что это? Демон, ведьмак через ТБ? Интересно. Интересно, потому что необычно. Реально можно попробовать закирить его? Так, гоблин убийца забрал только что орка бога. Я на 9 уровне буду ролиться, у меня очень слабый стол. Но у меня вся надежда на самом деле это на Зевса. Я очень надеюсь, что мне придет ранний Зевс, потому что тут еще и убийцы собрались, тут еще и жрец собрался. То есть тут столько билдов жестких. Так, давай, теряй контроль, теряй контроль. Боже, ой-ой-ой, как он много сейчас мне накинет. Не надо, пожалуйста. Не, я не смогу его затащить. Вот этот жрец сейчас... Не надо, ну, проиграй уже, ну. Тот момент, когда я сейчас не хочу выигрывать раунд вообще. Точнее, я хочу выиграть раунд, но я не хочу так жить долго. Вы сейчас посмотрите, Боже, нет.
Хорошо, что он каких-то там Гранд Геральдов суммонит. Боже, это просто огромный плюс. Минус 22. Вы прикиньте, просто один чел мне дал минус 22. Еще не приходит то, что мне надо. Боже. Да. Как я докатился до жизни такое? Все очень плохо. Он еще почти в тройку жреца собрал, обалдеть. Единственная моя надежда, на которую я... Я хотел его тоже в тройку собрать. Ну, надежда только на Зевса получается. Меня выносит просто будь здоров. Во всех... Да. Вроде так все неплохо начиналось, а по итогу... все, крышка мне почти. Скоро закроется. Обалдеть. Я гений, конечно. Я даже шмотки не перекинул. Да. Душно. Душно, не спорю. Очень душно. Максимально душно. Мало ли того, что тут есть ТБшка, вообще неизвестно откуда он тут нарисовался, но есть ТБшка, которая меня будет выносить. Где мой Зевс? Ну давай Зевс уже придешь, а? Ну хочется. Можно было бы, конечно, этого шамана закерить, но я думаю, это будет очень слабо, если его закерю. И вон шкиришь. Да ты, ну... Ладно. Черт с тобой. Хочешь керить, керь его. Черт с тобой. Где шмотки? Чё мне упало? Спасибо, но я возьму посох жертвы лучше. Это ж насколько? Ух. На самом деле у меня еще куча нужных предметов, которые я скипать просто не хочу. Ну. Эх, ладно. Ладно, пусть будет небесный щит. На самом деле ужасный предмет пришел мне. Небесный щит, спасибо. Я яйцо все-таки на Зевса оставлю. Вот что-то... Я как-то в Зевса поболее верю, чем либо в кого-либо другого. Зевс оверсильный персонаж. И скипнуть его, это будет огромная ошибка, как по мне. Так, этот сюрикен опять стырил, это хорошо. Отлично, раскрутил челика. Доспех возьму. Броня понадобится. Так, вот этого я возьму. Так, жреца вынесли, отлично. Не могу не позлорадствовать. Отлично, что его вынесли. Я только рад. Я не скрывающий рад, что его вынесли. Так, тебе это отдам, а тебе это отдам. На самом деле, тут 9 воинов уже, и я бы хотел, наверное, поставить вот этого жреца, я думаю, он был бы посильнее. Но единственный момент в том, что мне его некуда ставить. Как бы это смешно не звучало, но некуда мне его ставить. Против кого? Тут чел собрал себе... Ух ты, ё. Орк-бог очень сильный. Точнее, бог-орк.
Там бог-орк невероятно сильный. Тут в стане стоит. Да, все. Нет маски 5-го тира, и я, походу, заканчиваю игру. Я не факт еще, но, скорее всего, заканчиваю. Не, ну чуть-чуть еще поживу, чуть-чуть поживу, да. Еще раунд могу пожить. На самом деле, я бы поставил вот это затмение тьмы. Все-таки чистый урон — это чистый урон. У него, конечно, очень жесткий перс. Если бы не маска 5-го тира пришла, которая дает отхил, я бы тут на Джаггере просто выкручивал бы все и вся. Но рандом — это сила. Хускард. А зачем мне Хускард? Зевс? Не? Не сегодня? Тебя я уже не соберу. Ладно. 40 монет. А, уже, наверное, конечная. Сейчас проверим, но это, скорее всего, уже конечная. Так, Крик Банши забрал, отлично. Точнее, Крик Квапы. Пока неплохо. Крик Квапы — это сильно. Ну, крутилочки так мало урона, на самом деле. Я как бы сейчас раунд пережил, окей, но потом я могу не пережить раунд. 36 монет не надо. Это как минимум мне нужно продать. Раз, два. Два жреца есть. У меня 3 жреца есть, но 3 жреца мне не помогут. Бог, орк очень сильный тут. Цвет есть с фуловыми мехами, боже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю почему, но в этого орка я как-то верю больше. Точнее, не орка, а жреца. Он мне внушает доверие, в отличие от всех остальных. Ладно, яйцо тоже в жреца закину. Ну, никакого отхила, конечно, нет у меня. Это очень грустно. Че, ведьмак, боже, ведьмак в тройку. Обалдеть. Что, но этого я не ожидал увидеть. Да, без отхила очень трудно играть. Хотя... Ну, все равно трудно, да. Просто задушили его. Минус ведьмак. Да, минус ведьмак. Все, пока. Поживем, поиграем еще. А что там по Зевсу? А Зевса нет. А почему нет? Просто захотел. Ну, это дефолтная тема, когда ты не можешь наролить жреца. Ой, жреца, Зевса. Не знаю почему, у меня это максимально дефолтная тема. Просто не могу наролить одного персонажа по той лишь причине, он не приходит. Кому-то он на 8 уровне приходит, вообще в идеале, без каких-либо проблем. А кто-то, как я, танец с бубном и ничего. Но нет. Как видим, жестко все. Не знаю, реально можно было попробовать поиграть на этом жреце. Но мне маска 5-го тира нужна как минимум, чтобы через него играть. И парочку предметов других. Алое сердце мне нужно. Как минимум. Это, кстати, так кабанов много сумонит, обалдеть. О, Зевс, привет. Как дела? А какими ты судьбами тут? Что-то тебе занесло ко мне. Наныл, получается. Смотрите, есть судебный жезл, есть сфера. Я на самом деле хочу взять сферу, и я не хочу закидывать его в многоуважаемого Зевса по той лишь причине, что мне кажется, это будет слабо. А вот ему суммон как бы будет сильно. У меня аж голос охрип. И на самом деле не знаю, может попробовать реально. Вот тоже предмет 3-го тира ты суммонишь тогда, да.
Блин, как много предметов надо. У меня Зевс просто в единицу, я не могу ни на него рассчитывать. Мне нужен как минимум в двойку. И я попробовал бы предмет 5-го тира поискать. Тупо драка. Немножечко. Я надеюсь, ты сейчас откиснешь, чел. Да, насуммонил толпу. Минус сколько? Минус 38, все, пока. Отлично. Вот это вот мне нравится. Вот такое я обожаю. Вот это хорошо. Чел такой, что? Что произошло? Что произошло? Я сейчас не понял. Все ты понял. Все ты понял. На самом деле можно Джаггера скипнуть. Взять тебя. Я думаю, я не сделал ошибку тем, что скипнул Джаггера. У меня есть вот этот орк. У меня задефает. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. А так, я думаю, что у меня вряд ли задефает. Тут есть мех еще жесткий. Ой-ой-ой, не-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 не. Не надо, не души, не души, не души, чел. Не души так сильно. Не души так сильно, пожалуйста. Нет, какой орк? Жрец имба. Я еще того чела вынес. Каким образом? Что происходит в этой... Что происходит? Каким образом? Я что, нашел новую имбу? Да не, мне кажется, это просто из-за того, что сумонов у меня много. Несмотря на то, что у меня пинг просто невероятный. Но тут чел меня может заткнуть своим думом. Как бы без вариантов. Неправильно, наверное, поставил только что. Дум прилетел сразу, видите? Плохо. А я не понял, подожди, так не было ж Дума до этого. Не показывался Дум, что висел. А почему Дум висел сейчас на мне? Ребят, ну вот, ну-ка напишите в комментариях, почему у меня сейчас Дум висел на этом орке-шамане? На орке-жреце этом. Что это за бред был? Не понял. Это реально какая-то бредятина была сейчас. То есть, чел каким-то образом навесил мне Дум? Или подождите, нет. Стопэ. Этот предмет же не может навесить мне рандомно. Он же того, кого бьет, тому и навешивает Сайленс, не? Я, короче, чего-то не понял, ребята. Я жду пояснения в комментариях. Какого на мне висел Дум на орке-жреце? Ну, кстати, получилось очень даже круто. Как я сказал, ну, не получилось мне посох найти 5-го тира, но зато получилось собрать обалденный билд. И я так понимаю, грядет новая мета через этого жреца. Все играли через Джаггер, но я так понимаю, будут играть через этого жреца. Жрец очень сильный, много чистого урона, отхиливает, хорошие предметы, и там просто торба всем. Я в один определенный момент уже опустил руки, но, как видите, несмотря на худшие ситуации, я все равно справился, несмотря на то, что еще куча людей собирала билд, который хотел я, тоже получилось довольно-таки круто. Поэтому, ребят, что думаете вы? Пишем в комментариях, соответственно, как по традиции уже. Вот. А еще, если ролик получился такой немножечко, знаете, такой валидольный, спокойный, то уж извините, заболел. Придется потерпеть недельку, такое мое состояние. Надеюсь, конечно, что раньше, но придется, наверное, недельку.
Так, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на YouTube и Telegram, потому что цель у меня в YouTube 5000 подписчиков, в Телеграме 1000. В Телеграме я пишу по поводу обновления этой игры. Также я пишу там по поводу своего личного блога и стримам. Как-то я криво-косо сказал эту фразу, ну ладно. Всем огромное спасибо и всем удачи.